чего начать саморазвитие? Прежде всего нужно начать с себя. И легче всего начать со своего физического самочувствия. Ну, скажем так, нужно проверить свое здоровье. Я считаю, что 90% людей не понимают, что такое быть здоровыми. Вот они живут в каком-то паттерне. Я считаю, что физические упражнения, медитации, режим питания и так далее, они постепенно готовят пространство внутри человека для того, чтобы ему захотелось, или возникло желание, или возникла энергия для того, чтобы развиваться. А саморазвитие — это книги. Ну или книги, или какие-то производные от них. Я не знаю, сейчас же книги бумажные уже почти люди не читают. Ну, читают, наверное, но стало меньше. Вот. Когда человеку меньше хочется смотреть новости по телевизору, когда человеку хочется меньше читать новости в интернете, которых сейчас миллионы, которые нам кажутся очень супер важны, потому что в мире много чего происходит одновременно, и мы получаем всю эту информацию, мы в ней, скажем так, мы в ней тонем, в этой информации. И когда человек, ему хочется из этого выйти, хочется узнать что-то новое, это значит, есть предпосылки к тому, что саморазвитие, вот оно стучится к тебе в двери. Нужно послушать себя, нужно спросить себя, чего тебе хочется, и идти в ту сторону. Как только ты почувствуешь это, обязательно попадется на твоем пути кто-то, кто вдруг окажется человек нужный для тебя. Знаете, у евреев говорят, когда ученик готов, приходит учитель. То есть учитель никогда не придет к тому, кто не готов и кто не готов к саморазвитию. Посмотрите вокруг себя, обязательно найдете человека успешного, или мудрого, или доброго, или еще какого-то, которого захочется слушать, с которым захочется общаться. Это значит, вот он. Чувствуешь к нему симпатию, удели ему внимание, инвестируй туда энергию, как мы о дружбе говорили. Вот, и так далее. И начнется первый шаг. Вот вся дорога зависит от первого шага. Вы вспомнили о книгах. А какие книги помогли вам в саморазвитии? Я не могу сказать, что книги сильно повлияли на мое саморазвитие. Ну вот правда, должен об этом сказать. То есть мое саморазвитие, оно началось тогда, когда я сам себя начал слушать, начал пытаться понять, кто я. То есть первый шаг к пониманию, кто я, он является основой так называемой самоосознанности. Я не могу сказать, что я уже себя осознал и что я совершенен. Конечно, нет. Но у меня есть запрос. А раз есть запрос, значит, когда-то будет ответ. Какое место вера имела в вашем саморазвитии? С чего начать путь к Богу? Знаете, говорят, когда человек задумался над тем, есть ли Бог и где Он, это значит, он его уже нашел. Потому что это значит, у человека появился запрос. То есть жил человек, там, не знаю, был занят собой с точки зрения физического мира. Получение удовольствий, не знаю, поиском работы, накоплением средств, карьера и так далее, и так далее. И вдруг в какой-то момент, не знаю в какой момент, кому-то в момент, когда сильно хорошо, и все уже есть, и некуда идти. Кому-то момент, когда очень плохо, люди часто обращаются к Богу. Когда человек спросил себя спросил, есть ли Бог, это значит, он его уже нашел. А как туда идти? Ну, смотрите, у евреев есть община, есть комьюнити. У комьюнити есть лидер, раввин. Всегда это хорошие, добрые люди, правильные, которые пришли в этот мир для того, чтобы нести свет другим людям. Нужно пойти, если тяжело, например, идти в какие-то высокие материи. Есть какие-то курсы, есть какие-то секции, есть какие-то люди собираются по интересам. И шаг за шагом, постепенно человек приходит к чему-то. То есть переступив через одну ступеньку, он попадает в один мир, потом хочется на другую пойти и так далее. С этим надо быть аккуратным, я не говорю осторожным, аккуратным, для того, чтобы иногда хочется перепрыгнуть сразу через две ступеньки. Но иногда это оказывается сложным, и потом люди вниз опускаются обратно. Я такое видел. Я когда-то думал о том, как человека, который прожил определенный период своей жизни и привык быть светским, соблюдать шаббат. Если взять религиозного человека, который всю жизнь в этом прожил,
и сказать ему, что ты сегодня должен нарушить шаббат, ну, под угрозой смерти или еще чего-то, он, конечно, это сделает, но у него будут такие угрызения совести. Он будет грызть себя и рвать себя на части. А если взять обычного светского человека и посадить его на 25 часов, закрыть его без ничего, без связи, без возможности что-то делать и так далее, он тоже сходит с ума. Это вот компромисс духовного и физического. Поэтому какие-то постепенные вещи. Нужно правильно к этому подходить. Никогда нельзя никого, ну, допустим, бывает, муж решил стать на путь соблюдения, а жена не хочет. Бывает, семьи распадаются, люди входят в какой-то конфликт. Это полная ошибка. То есть нужно делать то, что делаешь. И если люди друг к другу хорошо относятся и уважают выбор друг друга, тогда постепенно они придут к какому-то балансу. Человеку понять свое предназначение. Это прям самый болючий запрос у всех людей. Эти мысли ко мне пришли, я не могу сказать, что они пришли ко мне давно, потому что я вообще даже об этом не думал. Но говорят же, самая главная задача философская, духовная, называй это как хочешь, задача человека вообще ответить на вопрос «а кто я?». Когда человек «я не в ладу сам собой», например. Вот в этом есть как минимум 3. Я сам и с собой. Да? Кто такой? Или когда мы говорим «мой разум», «мое тело», «моя жизнь». Ну, моя жизнь — это понятно, там, «мое сознание». Человек в языке отделяет себя от своего сознания, от своего разума, от себя самого, ну и так далее, и так далее. И вот ответить на вопрос «кто я?» — это, я думаю, самое важное предназначение любого человека в жизни. И если человек к этому подошел и задает такой вопрос, то, конечно, на него нужно попытаться найти ответ. А многие люди проживают жизнь, даже не подойдя к этому вопросу. Так вот, прожили и прожили. А у меня есть мой ответ, у тебя есть свой, и у каждого свой будет ответ. Поэтому тут советы давать сложно. Но один есть общий ответ, тот, к которому я все время прихожу и никак не могу до него дотянуться. Я считаю, основное предназначение человека в жизни — это найти Всевышнего внутри себя и прилепиться к нему. Каким путем мы это сделаем, как мы этого достигнем — это уже вопрос отдельной беседы.